Всех приветствую! Сегодняшнее видео о том, что показывает реально ESR-тестер. Конечно, если показывать все его режимы, то это будет видео длинное, поэтому я его решил разбить на несколько. И сегодня как раз поговорим о транзисторе, MOSFET-транзисторе, ну или полевом, кому как удобно. В общем-то, что они показывают. И главное, для чего эти параметры нужны радиолюбителю. Большинство из таких тестеров показывают примерно те же самые параметры. Единственное их отличие может быть более точно, менее точно. Я вот это использую один из более-менее дешевых тестеров. Его преимущество то, что он имеет корпус, а также встроенный аккумулятор. Но это все как бы субъективно. Вы можете купить просто плату, сделать самому корпус, или купить более дорогую модель. Выжать из них сильно много не получится, потому что в большинстве из них стоит тот же контроллер, который используется, допустим, в вот таких ардуинках или им подобные аналоги, замены. Я не знаю, почему до сих пор не используют STM-ки или ESP контроллеры. Может быть, кто-то знает, в каких устройствах используются. Так что напишите ниже под видео. Ну, я как бы не вникал, или, можно сказать, не обращал внимания, может, где-то есть. Итак, начнем с транзистора. Потом я покажу эти измерения, допустим, с использованием вот такого устройства. Ну, это чтобы проверить его каждый режим в отдельности. Ну, а сначала просто возьмем транзистор. У меня здесь RFZ44. Ну, просто такой был под рукой. Давайте на нем посмотрим. Зажимаю и нажимаю кнопку «Включить». Идет какое-то время тестирования. И давайте глянем, что и сколько параметров показывают. Во-первых, кроме того, что общий рисунок транзистора, как это все схематически изображено, какие ножки где подключены. Здесь вот идет нумерация 1, 2, 3. И вот они пронумерованы. Сток и сток, затвор там. Или тут здесь оно по-английски просто. Сейчас я перезапущу. И теперь параметры. Ну, во-первых, показывают, какой транзистор, какой канальный, N-канальный транзистор, MOSFET. И теперь смотрите, первый параметр, второй, третий и вот четвертый. И теперь давайте конкретно каждый что собой представляет. Первый. Здесь показывает напряжение. Видите, вот вольты. 1,89. Это порог открытия транзистора. Какое нужно подать напряжение на затвор, чтобы транзистор открылся. Ну, этот параметр одним вот этим приборчиком или, допустим, таким не измеришь. Нужно как бы два. Нужен блок питания, чтобы проверить это все, и какой-нибудь вольтметр. На затвор подаем напряжение с блока питания и проверяем, открылся ли канал. И если он открылся, точнее находим момент, где канал начинает открываться. Конечно, этот прибор идеально не показывает напряжение открытия. И связано это именно с тем, что, допустим, для некоторых транзисторов напряжение нужно больше, чем используемое в этом приборе. Поэтому это все как бы относительно. Но сделать выводы о том, работает транзистор или нет, можно. И даже я покажу там следующие параметры, по которым можно примерно определить, подделка транзистор ваш или нет. Итак, это напряжение, как мы уже разобрались, напряжение открытия на затворе. И вот этот транзистор открывается примерно 1,9 вольта. Я хочу пригласить всех вас в свой телеграм-канал, и там есть группа при телеграм-канале, которая все это называется «Азбука радиосхем». Ссылка будет на телеграм-канал ниже под видео. Переходим к следующему параметру. Емкость. У меня здесь показывают 1,86 нанофарад. Что это за емкость? Если посмотрим на схематическое изображение, оно даже есть здесь на картинке. Смотрите, между каналом и затвором получается как две пластины конденсатора. Сам канал и затвор. Между ними изолятор. Так вот, между вот этими двумя пластинами понятно, что будет какая-то емкость. И вот как раз эта емкость и показывается во втором параметре. Для чего она нужна? Во-первых, эта емкость, она обязательно должна присутствовать в каждом транзисторе, потому что затвор обязательно создает эту емкость. И чем мощнее транзистор, тем больше емкость. Как я и говорил, допустим, как определить, подделка или нет. Если вы купили какие-то транзисторы, померили их, а емкость существенно отличается
допустим, ну, меньше, чем заявленное в характеристиках этого транзистора, то можно предположить, что перед вами подделка. Если, конечно, вы доверяете своему прибору. С чем это связано? С тем, что, допустим, вы купили мощные какие-то мосфеты, а емкость показывает, как, допустим, у слаботочных транзисторов, то понятно, что он не будет открывать и выдерживать большие токи, потому что емкость там уменьшена. Значит, и канал, то чтобы открыть канал, нужно определенный заряд. И если емкость маленькая, вы нормально не откроете канал. А насколько открыт канал, от этого зависит протекающий через канал ток и сопротивление открытого канала. Мы еще подойдем к этому сопротивлению. Чем меньше это сопротивление, тем меньше падение напряжения, и значит меньше будет выделяться здесь мощность. Значит, меньше мощность рассеивания, транзистор не так греется. И вот как раз мы теперь подходим к следующий параметр. Открытый канал. Ну, здесь показывает 0,2 Ома или 200 миллиом. Хотя реально, если посмотрите в справочнике, у этого транзистора канал открытый имеет меньшее сопротивление. Вот как раз он, о том, чем я говорил выше, и отвечает за то, какой может проходить ток через открытый транзистор. Чем меньше, тем лучше. И последний параметр, вот он, это также напряжение 635 милливольт. О чем это говорит напряжение? Если более подробно посмотрим на этот рисуночек, в каждом MOSFET-транзисторе присутствует диод. Это его называют еще паразитный диод, его специально как бы не ставили, но при технологии изготовления транзистора он сам собой образуется. Но он оказался, еще играет полезную роль. Он гасит, допустим, если используются импульсные токи, он гасит обратное напряжение. Ну, сейчас мы этого не будем трогать, мы просто видим напряжение падения на диоде. Это то же самое, что вам показывает любой мультиметр, когда вы проверяете диоды. Вот у этого диода падение напряжения на его канале 634 милливольта. А теперь давайте померяем некоторые из этих режимов. Допустим, вот таким прибором. Хотя можно и попробовать вот таким. Но мы сделаем вот этим прибором. Он сопротивление может мерять более точно, допустим, чем вот этот прибор. Маленький, имею в виду сопротивление. Для этого я сейчас поставлю панельку. У меня сейчас на нем выставлен измерение диода. Давайте с диода и начнем. Итак, канал его между центральной ножкой и правой ножкой. Вот здесь получается включен диод. Давайте смотреть. Смотрите, я прикоснулся этим тестером. Показывает 0,68 вольта. Ну, примерно то же, что и показывал тот прибор. Так, чтобы как бы зайчики от лампы не попадали. Вот 0,68. Вот этот диод. Даже здесь показывает, в какое направление включен диод. Да, если кому интересно будет, где я брал вот эти тестеры, вот этот, я ссылки дам ниже. Перейдете, посмотрите. Может, вам тоже понравится, и вы себе купите. Итак, следующий параметр. Давайте померяем емкость. Вот я перехожу измерение емкости. Вот C. И теперь емкость меряется между затвором и каналом. И вот смотрите, я меряю между крайними двумя выводами. Левый это затвор, показывает 1,5, ну примерно, нанофарад. И теперь сейчас померяем, сколько сопротивления открытого канала покажет этот тестер. Я сейчас при помощи блока питания подам на затвор напряжение и открою канал. Этот, как вы помните, я говорил, что там есть, как бы образуется конденсатор между затвором и каналом, поэтому этот заряд будет держаться очень долго. Я заряжу, как бы его канал будет открыт, и я померяю. Для этого транзистора я подам 10 вольт. Вот у меня на блоке питания 10 вольт. И опять возвращаемся. Можно теперь блок питания отключать. Заряд остается на затворе. И давайте померяем. Главное теперь не замкнуть затвор с любым из выводов, чтобы не снять заряд. Смотрите, 20 миллиом.
Вот такое сопротивление транзистора открытого канала. Это примерно соответствует справочным данным. Ну, третий параметр, чтобы померить, нужно городить уже более серьезную схему. Нужно подать напряжение на затвор, мерить канал и как бы увеличивать напряжение от нуля и выше. И вот этот прибор показал, что примерно чуть меньше 2 вольт канал открывается, 1,9 вольта. В следующих видео я продолжу, еще расскажу о других режимах, если, конечно, будет интерес зрителей. Все это я пойму по вашим лайкам и комментариям. Также еще хочу сказать, что я буду выпускать к некоторым видео англоязычные версии, поэтому не пугайтесь этому. Каждому видео все равно будет обязательно русскоязычная версия, и под видео будет ссылка на русскоязычный. Ну и обязательно будет выходить сначала русскоязычная версия, а уж потом англоязычная. Надеюсь, что я это все объяснил всем понятно. Ну а на этом всем пока.